В моих менеджерах продаж сам пришел кандидат от конкурентов. Да, так, у него есть профильное техническое образование, и ему практически не нужно учиться. Как обезопасить себя? Боюсь, что он уйдет с нашей клиентской базой к конкурентам. Ну, как определить, уйдет или постарается ли он уйти с вашей базы клиентов или нет? Ну, определить, по крайней мере, начать с того, что если он к вам пришел с базой клиентов, то, скорее всего, от вас он тоже уйдет с базой клиентов. Поэтому, если к вам приходит продавец и говорит: возьмите меня работать, у меня есть хорошая база клиентов, то вы понимаете, что он от вас уйдет с базой клиентов. И вы ничего с этим сделать не сможете. Потому что у этого человека есть идея, что все клиенты, которые он наработал, это его клиенты. Он их утащил, стырил, так сказать, на прошлом месте работы. Если вы его цените за это и платите за это, ну что ж, по отношению к вам он поступит точно так же. Ну, это первое. Второе, если он пришел к вам просто с опытом, да, не с базой, и вы не хотите, чтобы он украл вашу базу клиентов, у меня есть для вас очень практичный совет. Я это делал, советовал делать нашим клиентам и сам это делал. Подпишите прямо на входе. Прямо на входе подпишите очень ясное соглашение с ним, очень ясный договор, в котором абсолютно ясно написано, что все контакты, с которыми он получает, работая в вашей компании, являются нематериальной ценностью компании и принадлежат компании. В этом договоре он подписывается, что он ни в коем случае после увольнения из компании не будет контактировать с этими людьми, делать с ними бизнес, предлагать им какие-либо услуги, неважно, конкурирующие или нет. Что все новые контакты, которые он сам найдет, работая в компании, если он находит эти контакты с целью продать им товары или услуги компании, они все являются нематериальным активом компании. То есть составьте просто этот договор и подпишите с ним прямо на входе. Это договор. Подписываешься там и получаешь работу с одним условием. Вы не представляете себе, как весело это работает. Да, конечно, на меня сейчас могут накинуться юристы и сказать, что это сложно составить такой договор, который будет железобетонно работать и защищать. Эти договора можно обойти. Но смотрите, вы поймите здесь одну вещь, что большинство людей – это честные и порядочные люди. Большинство людей честные и порядочные. И когда человек, приходя к вам работать в компанию, читает этот договор, он с ним соглашается, с огромной вероятностью он будет стараться этот договор выполнить. Понимаете? Поэтому, заключая такой договор на входе, я вам скажу честно, вот как много компаний, вы знаете, которые такие договора заключают на входе? Не очень много. Поэтому и утаскивают у них, потому что сотрудник работает, и он, ему никогда не говорили о том, что эти контакты являются каким-то нематериальным активом компании. Им никогда не объясняли, что над тем, чтобы он, красавчик, получил лид с новым клиентом, да, над этим работали пиарщики, над этим работали производственники, которые хорошо делали предыдущие заказы, и это создавало возможность пиара. Потом работали пиарщики, которые пиарили компанию, создавали доверие к ней. А потом работали маркетологи, те, кто занимается рекламой, чтобы привлечь эти лиды. И туда лилось очень много денег. Этот продавец получил этот лид, и он продал этому лиду, да, и, возможно, создал с ним отношения. У него есть идея, что может продать еще раз, да. Но этот актив, он был создан трудом большого количества людей. И вот на входе прямо в компанию это нужно показать и объяснить, а еще лучше написать на бумаге и подписать соглашение. Это очень важный момент. Второй момент. Вам нужно объяснять людям. Вот все, что я вам сейчас рассказал, это нужно объяснять людям. Потому что зачастую они не понимают. Им нужно объяснять, что он получил этих клиентов и эти контакты. Не только потому, что он такой красавчик-продавец Петя, борзый и современный, и умеющий производить впечатление на людей. Нет, не только потому, а также потому, что мы тут, понимаете, проинвестировали миллионы долларов, чтобы построить производственные цеха, и мы тратили еще сотни тысяч, чтобы обучить наших людей, и еще миллионы на то, чтобы рекламировать, создавать доброе имя компании. Мы это делали на протяжении 10 лет. И это тоже внесло большой вклад в то, чтобы этот продавец Петя получил контакт с этим клиентом, понимаете?
И вот если вы это объясняете, у сотрудников, понимаете, у них возникает правильное отношение. Но людей нужно прямо образовывать себя в отношении этого. Постарайтесь образиться договорами, соглашениями, бумажками. Если вы это сделали правильно, вы еще сможете судить тех, кто у вас украл клиентскую базу. И это работает, потому что это актив нематериальный. Вы можете подать в суд на этого человека, вы можете требовать компенсации. Да, не так просто выигрывать такие дела. Да, возможно, вы компенсации не получите, но если вы, по крайней мере, пытаетесь это сделать, то ваши компании будут понимать, что так просто из компании не утащишь. Это первое. А второе, это довольно интересно. Большинство сотрудников вашей компании это будут просто поддерживать. Почему? Потому что они понимают, что это их трудом создано. И это несправедливо, когда продавец Петя ушел из компании, пошел в какую-то другую, утащил список клиентов. Он украл не у какой-то иллюзорной компании. Он украл у конкретных людей, которые работали над тем, чтобы наколотить этих клиентов. И они вас будут поддерживать, и они будут создавать такую же культуру на самом деле. Ну и третий, и следующий момент, конечно, постарайтесь обезопаситься. Современные CRM-системы позволяют разграничить контакты. То есть он работает с этими контактами прекрасно, у него есть к ним доступ. Он не работает с какими-то другими клиентами, у него нет доступа к контактным карточкам этих клиентов. Есть современные, нормальные, цивилизованные способы, как это разграничить, и это, скажем так, уменьшит соблазны. Но при этом, смотрите, страховой гарантии, как говорится, стопроцентной гарантии не дает даже страховой полис. Поэтому руководители тоже должны за этим следить, и поэтому риски все равно какие-то остаются. Но вы можете снизить эти риски в 100 раз, если вы просто последуете вот тому совету, который я сейчас вам давал.